Всем привет, с вами Дэн. Берни, один из лучших китайских брендов на AliExpress соотношение цена-качество. Очень давно у нас их не было, чуть ли не полгода, наверное. И давайте сегодня я как раз подобрал такую новиночку. Версия 3, то есть должно быть достаточно большое количество доработок. Так, по коробкам все как было. Подушечка, мануальчик, коробочку в сторону. Пакетик в 100. Ух, такие прям. Ой, хорошо. Я, кстати, да, я вам показывал то ли первую, то ли вторую версию. Сильно она изменилась. Если раньше это был Хамаш Жежеликультор, то сейчас это уже практически самостоятельная модель. Ну, поправьте, если я вдруг не прав. Здесь стрелки, циферблат, все поменялось. Корпус, да, остался вот в стилистике Жежеликультор. Давайте сейчас все распакую и продолжим, потому что мне кажется, что часики-то интересные. Так, значит, референс у модели вот такой, AM339M. Там есть разные версии, есть на браслете, есть на каучуковом ремешочке. Стиль компрессор, как видите, с внутренним безелем. Внутренний безель причем завинчивается, так что он будет... О, он еще и прям на кликах. 120 кликов на внутреннем безеле. Офигенно, двухсторонний. Слушайте, такой прям... плавный, уверенный, четкий, прям с небольшой такой оттяжечкой идет. Хорош, хорош. Это, наверное, лучший внутренний безель, который я вообще пробовал вот в часах, там, ну не знаю, до $1000 точно. Это супер, очень круто. По механике очень круто сделано. Кстати, приятненькие такие здесь у нас головки на внутренней безеле. Вот это верхняя у отметки 2 часа. Основная головка, которая управляет как раз минутами, часами, секундами. Они такие крупные, достаточно плоские при этом, да, опять же, как у Polaris от Жежеликультор. Но при этом нигде ничего не царапает, не режет. Прикольно, прикольно, аккуратно сделано. Давайте сейчас стрелки как-нибудь переведем, чтобы у нас циферблат был лучше виден. Я увидел здесь дату, сразу ее не заметил, кстати. Хорошо, она небольшая, аккуратная, на черной подложке. Ну, сейчас это уже вот входит, да, в такой нормальный стандарт производителей, которые хотят, чтобы у них гармония была на циферблате, они делают подложки в цвет циферблата. Это хорошо. Ну, что еще по характеристикам? Да, здесь стальной корпус, стальной браслет. Miyota 8215 у нас под задней крышкой. Здесь прям гордо указано Made in China. Made in Shenzhen причем, проверка контроля качества. Ну, вообще Берни достаточно большой производитель, такая крупная фабрика, так что там прям на потоке все. Miyota 8215 японская, внутри стоит сапфир спереди и сзади. Кстати, ну давайте, ладно, раз уж мы с вами про сапфир заговорили, мы его сразу и чекнем. Так. О, выбил всю шкалу, всю шкалу. Так, ну и сзади. И сзади у нас тоже сапфирчик, все как нужно. Круто, круто, товарищи, круто. В начальном сегменте сапфир спереди, сзади, очень все приятно. 200 метров водозащиты, супер люминово на метках и стрелках. И без всяких купонов, скидосов, распродаж на AliExpress они стоят 11 700 рублей. Ну, на момент записи ролика, да, все может поменяться. И, как всегда, у Берни это очень и очень адекватно по цене. Ну, то есть это 100, сколько там, $130. В принципе, это за такие характеристики копеечки. Но мы сейчас еще посмотрим. Мы сейчас посмотрим по качеству. 41,6, 41,5 у нас по диаметру. 13,3 высота. Браслет. Так, браслет надо вот здесь у нас посмотреть. Мне кажется, будет 22. 22 и от ушка до ушка. Ушки здесь длинные. 49,8. То есть они по диаметру такие достаточно средние, да, но ушки длинные. Мое запястье 18,5 и вот, собственно, вот такая посадочка. То есть модель не маленькая, она крупнее носится, чем она есть. То есть если вы любите часы покрупнее, то как раз вам зайдет. Если вы где-то вот там 39-40, то, наверное, вам стоит какую-то другую модель посмотреть. Удобная посадка, потому что плоская задняя крышка, ушки такие, они хоть и длинные, но вниз загибаются. Массивный корпус, он и высокий достаточно, с учетом внутреннего безеля наклонного это окей, но опять же этот момент учитывайте, да, массивные такие же ушки, то есть они хорошо сочетаются с этим вот размером корпуса. Браслет тоже достаточно здесь такой немаленький, тяжеленький, сейчас надо посмотреть, сколько это все будет весить, на такой центральное звенья зеркальная полировка, основная часть с сатинированием. Ну и застежка такая на фиксаторе, да, достаточно стандартная. Системы быстрой замены ремешка и браслета здесь нет. Да. Кстати, безель, то есть не безель, а ротор
Ротор они отсатинировали от Miyota и наклеили там, или как-то еще сделали надпись Берни. Ну, прям закастомизировали. Прикольно. Так, значит, на полном браслете вес получается 192 грамма. Это как раз вот как я, кому нравится, чтобы было что на запястье. Прочувствовать этот момент. И сантиметров чуть ли не 5 про запас. Так что, ну, вот как раз на среднюю, на крупную руку эти часы будут самое то. Ну, давайте по, значит, отделке. Здесь вертикальное сатинирование, вот эти вот такие уголки на ушках с зеркальной полировкой, ран тоже зеркальная полировка, поэтому здесь вот так вот будет перекликаться, особенно когда света много, солнца, да, что у вас есть зеркалочка, то есть, ну, чтобы немножко поярче было. Объемный такой циферблат, при этом метки не накладные, они выдавлены изнутри, покрыты люминофором, такие аккуратненькие, объемненькие и, я бы сказал, такие немножко облизанные, да, то есть они такие мягкие, сглаженные. И стрелочки тоже хорошо сочетаются, оранжевые нотки, да, вот это зеленое люминово здесь находится, ну, прикольно, оранжевый вот здесь, опять же, на головках тоже здесь штришок такой есть, то есть цветовая гамма мне нравится, здесь все такое приятненькое. Ну и читаемость на высоте, потому что хорошо здесь контрастно, вот эти белые наконечники на стрелках, они тоже хорошо работают на читаемость. И приятный циферблат, прям хорошо, такой по-взрослому, с толикой такой хорошего летнего спорта здесь моделька. Мне нравится. Давайте макро поглядим. Так, дата у нас черная. Кстати, тоже тут нанесен люм на безель внутренний. Отдельно, где минутная разметка, она также вынесена на внешний радиус. Стрелочки тоже здесь приятненько, аккуратненько. Ну, неплохо, я бы сказал, неплохо. Особенно с учетом цены этих часов. Браслет не на таком же высоком уровне сделан, как корпус. Но, опять же, за свои деньги здесь, на мой взгляд, все окей. Ну, что хочу сказать по итогам. Во-первых, да, соотношение цена-качество здесь, как и прежде, на высоте. То есть характеристики, качество отделки, обработки здесь соответствуют цене прям на 100% и даже больше. То есть в этом плане Берни молодцы. Дизайн мне нравится, дизайн своеобразный. Как мне кажется, это вообще не хомаж, не какое-то заимствование, это свое. И за это прям вообще отличный плюсик, отличный лайк. Да, есть определенные, может быть, хотелось бы, да, чуть лучше отделку по браслету, хотелось бы быструю замену ремешка, там, да, застежку, может быть, посовременнее. Но опять же мы смотрим на цену. Вот со всеми этими доработками есть бренды, которые там, ну, практически в 2 раза дороже стоят, если мы говорим про AliExpress. Поэтому здесь смотрим, что конкретно вы хотите, сколько вы готовы за это платить. И в плане качества, контроля качества, каких-то нареканий, Берни это прям супер. Ребята молодцы, ребята жгут, развиваются. Здорово. Третья версия этой модели мне очень-очень зашла. Всем на этом пока.